Всем большой привет, мы уже в работе, мы уже заряжаемся. Сегодня будет горячий, жаркий день, потому что сегодня очень много ремонта, много работы, вы сами знаете что, да? Вот, у нас прям все бодрячком идет, и это хорошо. Поэтому, как всегда, постараюсь, чтобы ролик для вас был интересный. Но перед этим я хочу передать приветы. Да-да-да, я не забыл. Да, сейчас вы будете, возможно, даже удивлены. Султан Караганда, Казахстан, я тебя приветствую. Антропова Наталья с Алматы, Ирина с Германии. И отдельный привет Бельгии. Да, не ожидали? Ну вот, держите вам большой-большой мой привет. Душевный, громадный, теплый. Баряшка куда побежал? Барян уже побежал работать, так что и мне пора бежать. Как всегда, вам приятных просмотров. Ну а мы пойдем от души поработаем. Надеюсь, вам ролик, как всегда, понравится. Мы погнали. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь есть, чего нет и что предстоит. Да, она уже всем вам поднадоела, эта штукатурка, но ничего, осталось совсем немножко, совсем чуть-чуть. Так, вот эти стены, они уже все закончены, уже все готово. Вот эта стеночка тоже. Здесь чуток осталось. Вот, ну, можно сказать, что она тоже уже готова. Вот, сильно порадовала меня вот эта стена. Вот это. Здесь я убрал, потому что был завален низа. Вот, как вы видите, он вниз пошел по толщине. И здесь толщина прям, ну, вообще... Если сравнивать ее, сейчас покажу стоит, вот здесь она в раз в 6, в 5 меньше, вот, поэтому эта стена прям в один закид, наверное, я выйду на 0, да, скорее всего так и будет, ну, может быть в 2, ну, я думаю в 1 справимся. Потом пошла эта стена, но сначала, когда я ее начал выставлять, я подумал, что все хорошо, все прекрасно, вот, но потом я вспомнил, что у меня же на окно будет плитка заходить, а это нужно же 1 уровень. И вот когда я начал с окном 1 уровень выбивать, то все тут и понеслось. А здесь вот ну, нормально, в принципе, сантиметр-два, все хорошо. И потом резко пошло, резко просто пошло. Вот, смотрите, пошла опять эта толщина нереальная. Вот она эта толщина, но ничего не поделаешь, потому что придется накидывать по-другому, ну вообще никак, вообще не вариант. Ну ничего страшного, мы справимся. Кстати, я ее поливаю обильно, прям хорошо. Вот, потому что, не знаю, может кто-то не поливает, но я поливаю. Потому что жара сильнейшая стоит. Вот, пускай будет крепче намного, вот, пусть будет. Так, съездил в магазин, взял клей еще, потому что мне не хватит. Думал, что я таскаю постоянно, да, отсюда, вот. Тут же свободно проедет и бах. И все нормально стало. Сейчас отсюда вот сюда перенесу. Бассейн сдутый, потому что его уже все бимка загрызла. Уже его там, не знаю, латка на латке. Там новый заказали, кстати. И я не знаю, нужно будет обгораживать, как-то отгораживать, вот, чтобы она его не трогала. Там такой прикольный будет. Вот придет. Скоро увидите его. А так, еще 6 мешков взял. Пока хватит. Много тоже не набираю, чтобы не лежали. Потом такой взял шланг подводящий, это нужно будет сейчас мне на унитазе поменять, потому что вот здесь на этом стыке начал течь, он был короткий и чуть-чуть в напряжении был, и видимо со временем начал потом сейчас капать, в общем нужно будет заменить. И все, и продолжаем работать.
там делаем, а? Кайфуешь, да? Песок мокрый. Чумазика, я устал тебя уже мыть. А? Вчера ее вымыла, белоснежная была. Минут 10 проходит, она прибегает, вся черная, она там извозюкалась в грязи. Дымыч, Димка. Да ты что, песок ела, что ли? А? Ты тут нор что понарыла? Ничего, сегодня вот последний день жары, потом дожди обещают, и температура резко начнет падать. Я прям жду этого, не дождусь вообще. На самом деле очень жарко. Так, кто-то писал за ошейник, вот смотрите. Видите? Вот он, свободник. Во. Вот, никаких, ничего не давит. Здесь, я не знаю, вот два пальца у меня свободно пролазит. Вот. Так что он регулируется, можно еще отпустить. Вот. Это от блох мы повесили. Чтобы в нее, кстати, блох, ну, может и этот, ну, я прям так не замечаю на ней, бываете, знаете, смотрите, прям аж бегает вот. Работать будем? Не? Ты уже работаешь? Только это надо в это ведра нагружать. Смотри, кабель не грызи мне, поняла? Ты меня поняла? А? Вчера вышел, она гавкает ночью, думаю, ну, что такое? На кота, на черного, который баряну там киндюлей давал. А она молодец уже, молодец, гоняет чужих. Чужих гоняет. Чумазика. Ладно, играй. Молодец. Кстати, побрызгал я вчера препаратом. Вроде сегодня пробежался, гусениц не набыть. Короче, сдохло все. И муравьи сдохли, и тля сдохла, и что только каких насекомых не было, все под ноль. Ну, по крайней мере, я больше ни на помидорах не наблюдаю. Почву все я сделал, стволы. Еще говорили полить еще каким-то препаратом. Я записал, просто я уже не помню. Вот. А так прям я уже не вижу. Надеюсь, что поможет. Вчера собрал все помидоры, вот только зеленые остались. Так что, ну, много через 2 дня можно уже этот кушать. Ничего такого страшного нету. Молодые вот они пошли. Буду их рассаживать. Еще, наверное, подсажу, потому что вот эти старые уже не очень. Не, есть, конечно. Вон. Но кое-какие тля прям вообще поуничтожала. Посмотрим. Ну, свежие намного лучше растут. Глянем, хотя и так с головой хватает. Вот. Поэтому нормально. Помидор, я вам скажу так, в этом году прям хорошо. Хотя этот первый год первый такой. С посадкой. Что? Не, тебе нельзя сюда. Не, Бимыч, хватит. Ты мне здесь устроила сбор урожая, да? Смотреть надо. Потому что один день она одну плеть арбуза перегрызла, прям большую. Вот, прям не хочется, да? Потому что уже вот этот, вон какой, в раза 2 уже вырос. А? Арбузяк. Надеюсь, будет сладкий и вкусный. Вот он. Там еще мелкие пошли. Вон они, арбузики. Я уже пасынки не трогаю, то обрезал. А теперь оставлю, пусть растут как есть. Вот лишние, которые прям сильно пообрежу, остальные, ну, что будет, то будет. И так, экспериментально, конечно. Ну, все же, просто здесь на вот этом гравии, наверное, гореть прям будут. Я вот так плеть смотал, где не было ничего, и поближе их подвинул. Вот, и сейчас они пошли вроде. Посмотрим. Ну, посмотрим, что будет. Ну, уже один есть, и то приятно. Интересно прям так. Красавелла. Вот он, на всю руку. Небольшой еще. Ну, глянем. Да? А? Собака-барабака. Собака. Иди сюда. Иди сюда. А? Где прораб? Где прораб? Где прораб? Куда он делся? А? Куда делся прораб? Где барян? А? Отдыхает? Сидел он на тебе? Он красава. Фух. Ай, собака. Ай.
Фу. Сегодня жара вообще просто нереальность. Барен, он тоже устал. Жарко, жарко. Сегодня, кстати, самый жаркий день. Это вообще за все лето. Вот, но после него вроде обещают дожди. И вы не поверите, что сейчас случилось. Отключили свет. Если честно, я вообще в шоке. Позвонили, короче, большой сбой. Какая-то большая авария. Жарко, жарко, жарко. Иди, иди. Большая авария, в общем, на ТЭС. Они это будут устранять. Сколько это затянется, я не знаю. Я только ворвался, только нормально прям штукатурочка пошла. Вот, что-то мне с этой ванной прям вообще не пруха. Ну и да ладно, как говорится. Вот, маленький такой перерывчик сейчас сделаем. Не знаю, что будем делать. Возможно, поедем куда-нибудь или по дому чем-нибудь займусь. Друзья, в прошлом ролике вы многие писали, какой я делаю раствор, какое соотношение. Ребята, все стандартно, я делаю 1 к 3, это 3 песка, 1 цемент. И еще я добавляю клей. Получается соотношение 3 песка, 1 клей, 1 цемент. Клей у меня самый обычный, он недорогой, по-моему 170 или 160 рублей. Стоит эта фирма Pro, этой же фирмы я и штукатурю, у меня гипсовая штукатурка. Вот. Я им работаю, добавляю. На маяки я добавляю в большей пропорции клея на замес. Вот. А на штукатурку делаю чуть поменьше. Ну смотрите сами, как вам удобнее будет работать. Соответственно, где у меня были большие слои, я прям туда и мешок мог закинуть. Да, во-первых, ну тут кто-то скажет невыгодно. Возможно, ребята, ну если у вас небольшие объемы, да, вам нужно в быстрые сроки это накидать, то при добавлении в значительном количестве клея можно прям накидывать, ну я не знаю, слой прям по 3-4, то и 5 сантиметров. У меня прекрасно он держал, вообще прям классно, да, и тем самым экономил мое время. Мне проще было насыпать побольше клея этого, но у вас может быть совсем другой клей, самый обычный плиточный, дешевый покупайте и добавляйте. Вот, проще было больше положить туда этого плиточного клея, но им было проще работать. У меня если упало, там, я не знаю, там собрал я мастерок 2
на всю стену, что я заштукатурил, да, вот. А перед этим, когда я просто без клея кидал, там все сыпалось, ляпалось, вот так все летело, поэтому мне проще было добавить туда плиточный клей. Чем больше его, тем проще будет намного вам работать. Если у вас небольшая площадь, как у меня санузел, последний слой я прям кидал 3-4 сантиметра, и он лип прям прекрасно. Единственное, знаете, что я делал перед этим? Мне, кстати, намного лучше оно сцепление давало, я сетку не ложил, но первый слой шпательком я просто тоненьким джик-джик делал, а потом сразу же сверху кидал лепешки, и они прилипали прям классно они прилипали. Вот, поэтому я доволен, я экономлю свое время. Если бы я работал обычным бы цементом и накидывал бы там, ну не знаю, тоненькие слои, во-первых бы это дольше времени у меня заняло, во-вторых, большие бы слои я бы не смог накинуть, он бы у меня падал постоянно, я бы нервничал, поэтому давайте беречь свои нервы. Вот, кто-то, возможно, исправляется без клея, без помощи клея, ему как-то работать приятно, он, возможно, мастер своего дела, но когда вы с этим сталкиваетесь, давно этого не делали, я последний раз штукатурил, честно, я вообще не помню, что я вообще штукатурил, но когда первый раз замесил без клея, просто когда это все начало рушиться и падать у меня, этот раствор, я потом, когда начал добавлять туда плиточный клей, он начал играться, и чем его больше добавлял, тем вообще прям было идеально им работать, просто идеально. Вот, поэтому, да, возможно, я туда затратился, я вам сейчас скажу, ну, не знаю, у меня уже почти оконцовка, там было, ну, не знаю, пусть там 1500 я, может быть, и лишних, да, там 2 потратил, да, но это мои нервы, да. Во-первых, это ничуть не хуже, оно наоборот даже крепче будет, плиточный клей, у него свойства очень хорошие. Опять же, это я не советую, это сугубо лично мое мнение, да. Я просто сэкономил, я просто сберег свои нервы, чтобы у меня больше оставалось позитива для вас, да. Так, ну свет нас чуть-чуть подвел, ничего в этом страшного нет, как говорится, я немного отдохнул, погодя включили, что успел я, то и сделал. Вот. Ну и на этом, конечно, хорошо, потому что спешить, еще раз говорю, никуда не надо, чтобы потом, как говорится, да, не смеялись. И ты не смеялся, и не плакал. И люди тоже многое что не говорили. Вот, так, подведем маленькие итоги. В принципе, у нас чуток осталось. Вот, и потом мы уже попрем мы дальше. Вот, я думаю, завтра я уже, наверное, по штукатурке, да неверно, это точно, я уже закончу, а по коммуникациям, подводе воды, вот этого всего уже посмотрим, как пойдет. И нужно будет залить теплый пол залить и вперед, и мы погнали дальше. Инсталляцию я пока устанавливать не буду, потому что я туда, возможно, установлю временный туалет. Вот, свой, потому что у меня рядом за стенкой туалет, и его нужно будет оттуда убирать, я же буду все сносить и расширять гардеробную. Поэтому, ну, посмотрим, как будет, к этому времени нужно будет уже выбрать плитку, заказать, в принципе, инсталляцию там ставить недолго, вот, поэтому, скорее всего, я так и сделаю. Ну, еще раз, все посмотрим, как пойдет, и ну раз прям вообще что-то не идет. Так. Давайте поговорим о серьезном, о главном. Кстати, это очень-очень главным. Я хотел с вами об этом поговорить. Так, как многие знают, а возможно многие не знают, потому что это я писал в сообществе, писал пост о том, что мы открыли второй канал. Да, ребята, мы открыли канал, и я вам хочу сказать, называется он «Домик у озера». Вот, спасибо всем, громадное вам спасибо, кто уже подписался на него. Громадное вам еще раз спасибо. Надеюсь, я вас буду только радовать также от всей души. Вот. Для чего это делалось? Ну, во-вторых, чтобы разделить тематику, этот канал планировалось сделать более семейный, более влоговый. Вот. Такой более разговорный. Вот, но в последнее время с каналом происходят какие-то непонятные вещи. Это, то бишь, вот сейчас с этим главным каналом многие удаляются комментарии, и комментарии обычные, это без спама. У меня никакая фильтрация на канале не стоит, никаких комментариев. Каждый человек может писать что угодно. У меня нету никаких ограничений. Вот, потом далее многим не приходит оповещение.
Многим не приходит оповещение, то, что ролики выходят, и это систематические ошибки, они продолжаются. Я написал в техподдержку, они, да, что заметили какую-то активность странную, и они будут это рассматривать, не знаю, насколько это затянется, потому что я и смотрел аналогичные примеры. У многих блогеров была схожая ситуация, у многих вообще закрывали комментарии, они вообще не понимали, почему они писали в техподдержку, но там ответа так сильно и не получишь, потому что это YouTube, и вообще, да, ответ, кстати, приходит, бывает, да, но обратно ты уже не можешь ответить, просто пишешь, что адрес электронной почты недействительный, в общем, письмо в один конец. Вот, по оповещениям тоже у многих были проблемы, то что мало кому приходило оповещение, и получается, что ролик мало кто смотрел, потом случайно, когда сам заходил на канал и видел, что он уже вышел, буквально там 2 дня прошло, 3 дня прошло, поэтому ситуация какая-то странная. Также было замечание, что возможно идет какой-то спам. Спам идет, откуда мы не знаем, от кого он идет, от каких доброжелателей идет спам. В общем, с этим делом будет разбираться, смотреть, и скорее всего большая часть роликов будет выходить на другом канале, ибо с этим каналом мы даже не знаем, что да как дальше и будет, да. Вот, возможно, вообще никому не будет приходить оповещения, и комментариев не будет, а вот в рекомендованные выходить не будет. Вот, поэтому мы пока там, ну, здесь мы тоже, конечно, будем выпускать ролики, вот, но возможно, не так чаще мы это будем делать до тех пор, пока мы не разберемся с данной ситуацией, что происходит. Вот. Расстраиваться не будем, раньше времени ничего думать не будем, говорить, как говорится. Вот. Да, мы и придумаем по-любому, а по-другому, ну никак, да. Поэтому, если кто желает, у кого есть желание подписаться на наш второй канал, пожалуйста, милости просим. Ссылка на канал будет, как всегда, в описании под видео. Мы еще закрепим его в первом закрепленном комментарии. Также на основном канале, в каналах вы найдете наш второй канал. Видео пока там нету, сейчас мы его подготавливаем материал, и вот в ближайшее время, вот чуть-чуть мы его прям запустим, и пойдет он у нас вместе с вами, мои хорошие. Я думаю, мы многое сделаем, что вы мне поможете, как и всегда. Я вас верю в вашу поддержку, потому что она всегда была и будет. И я вас тоже от всей души хочу поддержать, пожелать вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, пусть все у вас будет хорошо. Как говорится, вместе мы справимся, мы все сделаем, мы все сможем, по-любому, по-другому и быть не может. Ну все, надолго не прощай, поэтому, как всегда, до скорых встреч, скоро увидимся, всем счастливо, всем пока.